Добрый день! В этом видео я расскажу про изменение поведения мужчин при стосне, при синдроме тревожного ожидания сексуальной неудачи. Как мужчина начинает себя вести с окружающими, с близкими, с родными, с семьей, на работе, в общем, во всех сферах. Факт в том, что поведение его меняется. И давайте теперь разберем, как оно меняется. Первое. Избегание секса, убегание от самого процесса полового акта. Это бегство в работу, бегство в спорт. То есть мужчина начинает активно заниматься спортом, каким-то либо увлечением, охота, рыбалка, там проводит очень много времени, либо устраивается на вторую работу, либо там остается на своей работе, на основной допоздна, чтобы приходить домой и под любыми предлогами не заниматься сексом. Он на работе испытывает различные стрессы, причем бессознательно он сам их провоцирует. Он делает все, чтобы как можно меньше времени проводить дома. То есть он все свое внимание, всю свою энергию направляет не на дом, не на секс, не на семью, либо там жена, девушка, неважно, а на какую-то другую стороннюю сферу, чтобы именно отвлечься. Потому что когда он приходит домой, когда он видит девушку, жену, либо у него нету девушки, он начинает с кем-то знакомиться. То есть он делает все, чтобы избегание именно самого секса. И поведение мужчины тем самым очень сильно меняется. И многие жены, многие девушки, которые приходили ко мне на сессию, об этом говорили, то, что с моим мужем что-то не так. У него появились какие-то непонятные увлечения, какое-то хобби, которое, да, хобби это хорошо, но когда мужчина 20 лет не занимался хобби, а теперь все свое внимание, всю свою энергию полностью тратит только туда, либо он остается на работе допоздна, как я уже говорил. В общем, перефокусировка у него получается у мужчины. Дальше. Как еще меняется поведение? Появляются зависимости различные. Алкогольные, наркотические, игромания, все что угодно. Почему мы принимаем алкоголь, наркотики, игромания? Это снятие стресса, мы расслабляемся. И мужчина, а секс это тоже, это большое снятие стресса. И когда у мужчины, у мужика не получается снять стресс в виде секса, и тогда у него зависимости, порнофилия, мастурбация, алкогольная зависимость, наркомания, любые зависимости, те, где он получает удовольствие любым другим путем, но не кроме секса получает удовольствие. Дальше, как меняется поведение. Мужчина становится одиночкой, он становится скрытным, уединенным. Если раньше он общался с друзьями, с коллегами, с девушками, там, не знаю, на работе, где-то в парке, да где угодно, вообще в социуме как-то реализовывался, проявлял себя, настраивал социальные связи, общался, то теперь он наоборот замыкается в себе, потому что у него есть проблема. И психика его оберегает от всего того, что происходит вокруг. И человек стремится быстрее уйти с работы домой, побыть одному, не делиться своими чувствами, не делиться своей проблемой, не делиться своими переживаниями. Он избегает друзей, знакомых, родственников. Он как будто бы уходит от них. Он становится замкнутым, скрытым. И это вот конкретный пример, как меняется поведение при стосне у мужчин. Дальше. Появляется злость у мужчин на жену, на женщин, на девушек. Если раньше мужчина нормально относился, да, есть девушки, да, есть жены, да, есть там, другая половинка. Если раньше он нормально к этому относился, опять же, в кавычках нормально, это слово такое философское, то теперь у него прям злость. То, что все проблемы из-за женщин, все проблемы из-за девушек, девушкам и женам нужен только секс от меня. То, что прям такая вот агрессия, прям злость появляется, когда человек становится уже как будто бы не собой, когда у него разум полностью травма именно стосна им овладевает, и он же становится просто неуправляемым, злым, агрессивным, и именно на другой пол, именно на женский пол. Дальше, как меняется поведение. Поиск легких отношений и связей. Если у мужчины, если он не женат, нет какой-то постоянной партнерши при стосне, то он стремится какие-то интрижки, какие-то романы, связи с проститутками, различные сексуальные связи, там, где
не будет никакого продолжения, где он просто пришел, сделал фрикции, ушел. Без отношений, без любви, без интимности. Самый лучший вариант, когда там парень и девушка первый раз друг друга видят, больше никогда в жизни не увидят, потому что у него есть проблема, он не хочет, чтобы об этом еще кто-то узнал, он ищет мимолетных отношений, он не хочет серьезных отношений, потому что, опять же, есть проблема, которую нужно решать и которую он прекрасно понимает, что ее нужно решить. А если налаживать серьезные, хорошие отношения, то там эта проблема всплывет. Всплывет эмоциональная травма. То есть он себя оберегает от этого и ищет тем самым легких каких-то путей сексуальных связей. Простых фрикций, там, тех же самых проституток. Дальше. Мужчина становится раздражительным при обсуждении секса. Ну, допустим, в курилке, на работе вышли мужики покурить, обсуждают работу, кто-то завел тему про секс, у кого было сколько девушек, кто как вчера отдохнул, кто как съездил в клуб, там потусовался, как он снял там несколько девушек. А тот человек, у которого есть СТОС, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, он прям раздражительный становится, он не хочет это обсуждать, он относится к этому с агрессией, он избегает эти темы, он, грубо говоря, выходит из курилки, либо там, не знаю, какой-то мужской разговор на даче, на рыбалке, на кухне, когда мужики обсуждают свои сексуальные подвиги, что-то, какие-то темы, связанные с сексом, у него прям появляется раздражение, это видно по глазам, видно по поведению ему, по его эмоциям. Тогда, когда есть СТОС. Дальше, как меняется поведение мужчины. Мужчина начинает перекладывать ответственность на других. Естественно, я хороший, со мной все окей, со мной все замечательно, а проблемы в девушках, проблемы в окружении, проблемы в чем-то другом, проблемы на работе. Ну, то есть перекладывание именно ответственности, не признавание проблемы, то, что есть проблема. Да, есть проблема, надо пойти ее решать. Нет, нет, это слишком сложно. У меня все окей, у меня все хорошо, проблемы в окружающем мире, проблемы вот у этих девушек, у этих парней, в этих отношениях и так далее. То есть именно перекладывание ответственности, непризнавание своей проблемы. Дальше. Шаблонность мышления. При СТОСне. Это когда человек, когда у него появляется черно-белый фильтр. Вот это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Чтобы достигнуть какого-то результата, нужно делать это. Он не становится гибким, он не становится, не включается рассудительная какая-то деятельность, что-то новое в свою жизнь принять, попробовать какой-то метод, взглянуть со стороны на свою ситуацию. Нет, у него вот четко, есть правильно, есть неправильно, это хорошо, это плохо. Вот именно шаблонное такое мышление. Это очень часто бывает по своим клиентам, которые ко мне приходят на сессии по СТОСу. Вот в самом начале мы разбираем их шаблонные убеждения, мышления, и над этим мы работаем. Дальше. И самое последнее. Изменение поведения при СТОСне, это когда получается недоверие к людям, когда недоверие к близким, недоверие к семье, недоверие вообще к родственникам, к окружающему миру, к тому социуму, где он живет. Потому что у него был случай, либо этот случай был единожды, либо он повторяется много раз при СТОСне, и у него уже есть травма, и он же просто элементарно не доверяет ни девушкам, ни друзьям, ни знакомым, ни родственникам. Он копит это в себе, потому что он обжегся, и его психика делает все, чтобы оберегает его. Ну, то есть никому он очень-очень тяжело, эти люди идут на контакт. Когда случаи СТОСна не один, а 2, 3, 4, 5, когда эти клиенты приходят ко мне на сессию, это вот такой сложный этап. Настроить контакт, настроить доверительную атмосферу, чтобы мужчина высказался, чтобы мужчина рассказал все по-честному, чтобы мужчина доверял тебе. Вот во время сессии мы это делаем, чтобы образовалось именно это доверие, именно этот контакт, чтобы он был честный, открытый, сам собой, чтобы не играл какую-либо роль. Вот такие вот изменения поведения при СТОСне у мужчин, которые я вижу в своей практике, которые видят мои коллеги, которые также работают со СТОСном. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Если у вас есть какая-то либо проблема, связанная со СТОСном, и вы ее хотите решить, то записывайтесь ко мне на консультацию. Свой сайт, все отзывы, все мои методики образования, вообще кто я такой, все есть на моем сайте. Заходите, смотрите, записывайтесь. Всего доброго, до свидания.